Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас видеть. Такой вопрос. Много ли научных школ педагогических? Вот вы просто знаете, слышали хотя бы, что вот они есть такие научные школы. Ну, хотя бы одна-две. Их можно назвать по имени лидеров там или основателей. Там, школа там такого-то, школа такого-то. Можно написать, это я задаю вопрос сейчас вам для чата. Кстати, да, вообще по идее надо понимать, что такое научная школа, что там должно быть. А там должна быть идея, там должен быть лидер, там должна быть концепция, должна быть деятельность, должны быть признания по крайней мере, педагогической общественности, да. Должны быть экспериментальные площадки, то есть должна быть практика определенная, ну, конференции, семинары, там, публикации и так далее. То есть вот признаки научной школы. Ну, какие научные школы-то знаем? Коллеги, ну надо хотя бы десятка-два научных школ знать. Я не говорю, что там их подробно, так скажем, каждую изучать, хотя это было бы неплохо. Но хотя бы называть их, здесь пару десятков, понимаете? Вот, школа Солнца. Ну, вообще, Наиль, конечно, школа Солнца имеет свою педагогику определенную. Я бы не сказал, что она их собственная. То есть, все-таки эта школа не научная, а образовательная. Я имею в виду, и дай бог, и, как говорится, решение тех проблем, которые она у себя решает. Я целиком поддерживаю здесь и лидера этой школы, и саму школу, но все же это не научная школа, я бы так сказал. Хотя, может быть, кто-то не согласится и будет доказывать другое. Бабанского школа научная. Ну да, в принципе, можно сказать, что у него. Только уж сразу бы назвали, да, что научная школа оптимизации образования. То есть у Бабанского именно этот термин основной был в его научной школе. Он его разработал, что такое оптимизация. Ну, это советская школа. Рассмотрим пока сегодня вот нашу научную школу, и на этой основе, может быть, будем лучше понимать и другие. Итак, научная школа человекообразности. Прежде всего, это научное течение. То есть течение, на самом деле, которому достаточно много лет, и, может быть, в явном виде оно не звучало как научная школа, но люди, которые занимались этим вопросом и внесли свой вклад, которые реализуются сегодня, они жили, в общем-то, можно сказать, и тысячи лет назад. Я имею в виду, прежде всего, Сократа, хотя он не оставил ничего в письменном виде, все от Платона только к нам пришло об этом человеке, об его учении, об его понимании. Но, тем не менее, Сократ как раз говорил о неисчерпаемых, скрытых возможностях человека. И вот в своем методе диалога как способе реализации этих скрытых возможностей. То есть, в общем-то, в какой-то степени от него многое и пошло. То есть эвристика, по крайней мере, которая одна из ведущих технологий в человекообразном образовании, это, без сомнения, идущая от этого учения, от сократовского, от маевтики. Ян Амос Каменский, без сомнения, принадлежит к ученым, которые, так сказать, в этой научной школе себя проявил, хотя на самом деле он ввел принцип природосообразности. У него не было принципа человекосообразности. Этот принцип ввели вот мы уже, современники, здесь присутствующих, так скажем, людей, и ввели его в педагогику, потому что на самом деле сообразность природе и культуре там понятно, они были всегда, но образование должно быть сообразно самому человеку. Ну и свободное развитие, которое провозгласили и обосновали такие ученые, как Жан-Жак Руссо, Лев Николаевич Толстой, наши философы, начиная с Федорова, педагоги Каптерев, русский педагог, отечественные философы-космисты, сейчас мы о них немножко отдельно скажем,
это люди, которые внесли вклад свой именно в такое понимание образования и понимание человека. Вот отдельно я хотел бы сказать о русском космизме почему. И чем он, в общем-то, отличается от, скажем, от древнегреческого космизма. Ну, во-первых, это отечественная философия. И если мы говорим об отечественном образовании, о российском, о русском образовании, то должны опираться, ну, находить, по крайней мере, основания в отечественной философии, в отечественных учениях. И такие учения, точнее даже целый комплекс учений объединяет вот такая философия, как русский космизм. Здесь есть написаны фамилии ученых, которые в той или иной степени внесли свой вклад. Причем это не только философы и естествоиспытатели, такие как там, Соловьев, Циолковский, Чижевский, Флоренский, Вернадский, Бердяев, Андреев, Умов и прочие, но и художники, музыканты, композиторы, Брюсов, Тютчев, Волошин, Максимилиан, Кандинский, Малевич, Скрябин, Черленец и другие. То есть это люди, которые уже деятели искусства, и действительно космический, так сказать, дух им не был как бы чужд, и даже более того, они до него опирались. И если сформулировать основы этого комплекса учений, то можно сказать, что эти основы формулируются следующим образом. Микрокосм, то есть сам человек, подобен макрокосму, то есть Вселенной. Дальше. Предназначение человека имеет именно вселенский масштаб, а не просто, вот как говорится, где-то здесь и сейчас. Ну и вселение происходит через творчество. То есть вхождение микрокосма в макрокосм, во Вселенную, происходит путем создания определенных продуктов, то есть творческой деятельности человека. И вот эта философия, по сути дела, одна из основополагающих в нашей научной школе. Ее мы видим, понимаем, чувствуем и переводим именно в педагогику русского космизма. Здесь, кстати, есть ссылки, если вы там захотите, потом нажмете, посмотрите поподробнее и о русских космистах, и о педагогике русского космизма. Но сейчас пока вот давайте пойдем дальше все-таки. Цель образования – это есть самореализация человека. Не развитие его, я подчеркну, потому что вот есть, вы не назвали, кстати, почему-то, но есть научная школа развивающего обучения, одна из немногих, которые вот сегодня, ну, скажем так, хоть в какой-то мере действующей является. И там цель действительно образования – это развитие, ну, по крайней мере, в соотношении, в сочетании. Так вот, мы считаем, что развитие не является целью, это средство. А целью является самореализация заложенного в человеке потенциала. Поэтому мы отличаемся от той научной школы, от школы развивающего обучения, именно вот главной целью. Это вот надо понимать очень четко. Далее. Задача нашей научной школы какова? Это приведение системы образования в соответствие миссии человека. Ни много ни мало. Вообще очень глобальная задача, я бы сказал, значит, конечно, выходящие за рамки, может быть, даже наших возможностей, но мы же можем приводить эту систему образования и на небольшом уровне, то есть это обучение там, конкретных учеников в конкретных школах. Это может быть, и не может, оно и является проектирование самой этой такой системы, чтобы она была соответствовала миссии человека. То есть и проект, и его реализация, масштабы могут быть различные, они могут быть большие, небольшие. Во времени тоже, это может быть сегодня, может быть завтра. Вот смотрите, личностно-ориентированное обучение, которое у нас было посвящено целое занятие, оно, по сути дела, входило в обиход лет 20. Вот началось это где-то в конце 80-х годов, и только сейчас можно сказать, что это стало реальностью и почти что очевидностью для большинства учителей, педагогов, и даже в стандартах, в документах, в нормативных, в тех же самых в ГОСах эти термины применяются уже. Да? Этого не было в конце 80-х. То есть вот вам период, 20 лет. Человекосообразное образование – это следующий шаг гуманистического направления развития образования, я бы так сказал.
И, может быть, это следующие 20 лет, а может быть и больше, пока оно будет входить вот в систему образования, и будет понятно, что образование главное человек, а не стены, не компьютеры, не чипы, вставленные, вживляемые, или что-то еще такое, да, и не гаджеты, которые там нужно применять, цифровые. То есть главное это внутренние качества человека и личность его нравственные категории, его ценности. Вот что важное самое, а не там количество, так скажем, денег на счетах или что-то еще. То есть вот эти, как говорится, ценности должны быть разведены. Я думаю, что рано или поздно это будет происходить, и истинные, так сказать, ценности займут свое место. Так вот, если примеры людей, педагогов, ученых, которые занимались и продолжают сегодня заниматься, их, может, некоторый начальный список здесь приведен, это не значит, что он окончателен, но, по крайней мере, вот те люди, которые сегодня работают, вот здесь выделено отдельно сегодня, они работают именно над созданием, над проектированием инноваций, связанных с нашей научной школой. Они участвуют и в обсуждениях, защищают диссертации, работают над ними, над исследованиями и так далее. Вот научный лидер. Пусть это не скромно, но это так. Я взялся за то, чтобы на сегодняшнем этапе, насколько вот это позволяет время, силы, возможности, именно помогать в организации этого научного течения. То есть ему давать возможность двигаться, развиваться, помогать тем, кто хочет как учитель в нем участвовать, как ученый в нем участвовать, как исследователь, как управленец, как ученик. У нас есть ученический сектор, и у нас мы проводим ученические конференции, кстати, 2 раза в год, вот сейчас, по крайней мере, в апреле и в ноябре. В апреле в Питере, а в ноябре в Москве всегда у нас конференция ученическая, где дети, ученики с 1 по 11 класс выступают со своими работами. Рекомендую, кстати, привести к нам на эти конференции ваших детей. Вы увидите даже до конференции очень много нового, так сказать, и важного. По крайней мере, мы предлагаем определенные алгоритмы оформления своих работ, чтобы они были действительно, соответствовали ожиданиям именно вот нашей научной школы. Так вот, да, представляю академии, которые, так сказать, здесь написаны. И еще важный момент вот какой. Он как бы значим, сейчас объясню почему. Ваш покорный слуга лидер по цитированию в индексе, российском индексе научного цитирования среди вот 45 тысяч педагогов и психологов нашей России. То есть практически все, кто вот они зафиксированы, рейтинги все там представлены. С одной стороны, это будет приятно, конечно, лидировать, потому что тебя больше всего цитируют, чем других, и по Хиршу в том числе. Но я здесь даже не столько бы вот лично, знаете, как бы самодовольничал, так скажем, и почитал на лаврах, не это главное. А главное то, что наша научная школа действительно привлекает внимание педагогической, по крайней мере, общественности. То есть ученых, которые в своих работах цитируют, изучают наши труды. И если это происходит, это означает признание, это означает интерес и означает именно вот, внимание профессионалов, специалистов, подчеркну, может быть, в меньшей степени, там, скажем, чиновников или руководителей властей. Они, наоборот, кстати, не всегда любят профессионалов, потому что те могут задавать неудобные вопросы или предлагать совсем иные решения, обосновывать их, да. Но вот обычные люди, которые, так сказать, являются действительно педагогами, сотрудниками вузов, исследователями, которые пишут статьи, аспиранты, они как раз изучают, читают наши работы больше, чем какие-либо другие в нашей стране. Понимаете? И поэтому еще такой один момент. Некоторые, значит, вот ученые других направлений, например, так называемых чистых наук, да, там математики, физики, они иногда немножечко таким с пренебрежением относятся к педагогике как к науке. Даже некоторые не считают ее наукой.
Так вот, я что хочу сказать таким ученым. Значит, есть еще у Ринса там рейтинги по всем ученым. Вот. Так вот, у меня 38 место среди всех ученых России, да, вот среди там их 800 тысяч. Все, по всем направлениям, по всем наукам. Так вот, уважаемый, кто из вас посчитает, что педагогика не наука, вот пусть хотя бы чуть выше меня поднимется в этом рейтинге, тогда я ваши аргументы услышу. И вы можете их как бы приводить. Если нет, вот, как говорится, ориентируйтесь на лидеров, да? То есть педагогика не меньшая наука, чем все остальные. И в частности, та наука, о которой вот сегодня здесь идет речь на нашем курсе. А теперь о проблематике самой научной школы. Ну, во-первых, основная проблема. Я ее называл, мы ее рассматривали. Это отчуждение человека от образования. Когда на самом деле происходит нечто, называемое образованием, а человек не считает, что это его, вот это и есть проблема отчуждения. И Лариса в прошлый раз в одном из наших занятий привела пример, когда ученик просто ушел с экзамена, с ЕГЭ, который там сейчас проводится, и когда у него спросили, почему, он сказал, что меня просто сюда там мама привела, мне это совершенно ничего не нужно. И понимаете, какая штука? Вот это и есть как раз пример отчуждения человека. И если оно планируется, осуществляется, то оно действительно ведет к проблемам, ведет к, ну, скажем так, по крайней мере, не к образованию и самореализации, а ведет совсем к обратному. Вот Наталья написала, что педагогика это не только наука, но и искусство. Кстати, да, педагогика имеет несколько толкований. И, кстати, не только наука и не только искусство. Это еще практика, которой занимается каждый из нас. Это инженерия. То есть, вот, когда мы говорим о технологиях, это как раз инженерия, на самом деле. То есть, там, как говорится, вход, выход, да, что в начале, что в конце. То есть, есть, ну, как бы своя технология. Педагогика это еще учебный предмет, например, в вузах, да. То есть, на самом деле, педагогика это и наука, и искусство, и практика, и инженерия, и учебный предмет. И в зависимости от того, что мы под ней понимаем, соответствующим образом мы к ней относимся. Да, Наталья, это я отнесся к вашему суждению. Но вы задавайте вопрос, пожалуйста. Не забудьте, что вот то, что вы сейчас написали, это все-таки не вопрос, а утверждение. Вы попробуйте сформулировать вопрос. Ну, можно иногда это сделать очень просто, я подскажу. Просто вместо точки в конце поставить вопросительный знак. И это ваше утверждение перейдет уже в форму вопроса. Тогда вот на нее будут отвечать. Продолжим. Итак, если у нас есть проблема отчуждения, нужно эту проблему решать. Поэтому задача образования какая, с нашей точки зрения научной школы? Выявить, раскрыть и реализовать заложенный в человеке потенциал. То есть, это главная задача. А цель научной школы – это спроектировать, реализовать и исследовать человекосообразный тип образования. Вот, по сути дела, проблема, задача образования и задача научной школы, которая... Миссия научной школы – обосновать возможности и условия самореализации человека в системе ее образования. Вот привести смыслы, цели, содержание образования в соответствии внутренней предназначенности человека. Воплотить принцип человекосообразности образования в науке и практике образования. Вот глобальные, основные, можно сказать, положения, которые выражают миссию нашей научной школы. И мы этим занимаемся в реальности, то есть мы действительно прорабатываем каждый из этих моментов. Каковы же основные положения научной школы, чтобы их вот, по крайней мере, можно было сформулировать, обозначить в виде некоторой тезисности, тезисов определенных. Ну, первое и главное – это человек-творец. Вообще говоря, позиция, которая декларируется очень многими и учениями, и религиями в том числе. То есть, вот, например, если считается, что человека там создал Бог, а Бог творец, ну, естественно, раз он создал по образу и подобию, да, себя,
то, значит, человек тоже творец. Вот, даже вот в таком религиозном контексте уже задается миссия человека. Если он творец, тогда какое должно быть образование? Творческое, а не какое-то иное. А мы сейчас посмотрим, что у нас с творчеством. У нас даже из стандартов исчезла группа такая. Нет такой группы креативных, творческих, универсальных учебных действий. Когнитивные есть, познавательные, а креативных нету. Как это так? Взял и творчество, его даже Бог не забыл, а наши разработчики стандартов забыли вставить. Это что за разработчики такие? Почему они вообще оказались там в числе разработчиков этих стандартов? Непонятно. Вот это вот как бы вопросы у меня некоторым тем, кто разрабатывает у нас документы. Так вот, человек все-таки творец. Мы так считаем и считаем, что в стандарты и в школу должно творчество хотя бы отдельной строкой прописываться, а не просто приговариваться. И необходимо его обеспечивать, помогать, сопровождать его и оценивать, диагностировать. То есть, чтобы можно было понимать, насколько оно проявлено у каждого человека. А на самом деле каждый творить может. Каждый ребенок способен к этому. Каждый из них одарен. Второе положение: человек неисчерпаем. Его возможности безграничны. Если это так, то не надо эти границы определять никакие. То есть, на самом деле, даже понимать, вот работаешь ты с учеником, и надо себе дать отчет, что на самом деле у него есть нечто, что больше, чем у тебя. Его возможности, по крайней мере, по сравнению с твоими, могут быть больше. И поэтому работай с ним так именно, ощущая эту, как говорится, значимость и бесконечность. Даже вот третье положение, оно говорит о потенциальной равновеликости миру человека. То есть человек подобен Вселенной. Это вообще ему как бы задает, смотрите, какие, так скажем, образы, да, и это и есть, как говорится, ориентир. А если это так, то тут скажите, во-первых, мне, как часто вы рассматривали соответствие хотя бы, пусть не равновеликость, ладно, но соответствие и взаимодействие человека со Вселенной? Как часто? Хоть на вашем предмете, там, или там на перемене где-то, или как-то еще. А как это так, что если это делается не слишком часто, почему вы это тогда игнорируете? Что вы считаете Вселенную незначимой? Что это как бы что-то такое, не относящееся к его жизни, там, сиюминутной? Да нет, вот как раз есть люди, которые понимают, что значимо, а что нет. Может быть, некоторые как раз сиюминутности, вот они малозначимые. А вот уж Вселенная, извините меня. Четвертый пункт. Миссия человека: самопознание и самореализация по отношению к себе и миру. То есть вот так она здесь декларируется. Пятый. Смысл образования – это реализация его возможностей. То есть вот, по сути дела, 5, по крайней мере, тезисных положений, которые позволяют отделить и определить основные, как говорится, установки нашей научной школы. Если пройтись по статусу, наша научная школа – это общественное объединение, движение научно-педагогическое. Оно не оформлено какое-то учреждением каким-то там отдельным, да. И участниками нашей научной школы являются и педагоги, и методисты, и ученые, и ученики, и администраторы, и даже целые учреждения. И эти люди, они, как говорится, участвуют в наших мероприятиях. Они, кстати, находятся в разных совершенно городах и даже странах, поэтому коммуникации мы делаем дистанционные, то есть с помощью и социальных сетей, и дистанционных конференций, рассылок, семинаров, форумов и так далее. То есть на самом деле это вот такое вот открытое общество, общественное движение, которое имеет как более стабильных, постоянных участников, либо менее. Ну вот, кстати, Александр задает вопрос. Давайте к нему отнесемся. В рамках проблематики научной школы отчуждение учителя от воспитания и развития учащихся все чаще слышу от учителей школьных, что их основная задача подготовить к ЕГЭ. Проблематика смыслообразования учителей рассматривается.
К ЕГЭ, вот действительно учителей как бы ведут наши управленцы многие. Делается это с определенными задачами, как говорится, в числе которых есть положительные, их нельзя исключать, но есть, на наш взгляд, не соответствующие человекосообразности. То есть, потому что человек, заказчиком образования, является отнюдь не только федеральные органы власти, но еще, например, семья, род человека, сам народ, регионы, социум, государство, мир. Даже Вселенная даже является заказчиком. Поэтому мы считаем, что стандарт должен быть комплексным, а не только федеральные компоненты иметь. Он, кстати, когда-то у нас был. То есть в России в 2002-2004 годах было несколько компонентов государственных стандартов. Там был федеральный, там был региональный, национально-региональный, да, был школьный. И ученический даже, вот мы, скажем так, языком пробили тогда в какой-то период, что ученический компонент тоже был в стандартах. Но потом это отменили. То есть почему? Ну, на мой взгляд, по одной причине. В то время власти не умели работать с разными типами заказчиков образования. И просто начала расползаться система управления. Они решили отбросить всех, оставить только федеральных чиновников. Да, и которые вот оставили только один федеральный компонент. Ведь смотрите, в ГОС это что такое? Федеральные государственные образовательные стандарты. То есть именно только федеральные, это же не региональные, это не школьные, это не семейные. А по идее должны быть, мы считаем, наше понимание, должны быть семейные стандарты, региональные стандарты, школьные, общемировые, общечеловеческие стандарты тоже существуют. Почему мы игнорируем их? Это нельзя делать. Поэтому наряду с федеральными стандартами должны быть различные стандарты, которые включали бы стандарты и ожидания самого ученика. То есть ученический компонент в стандартах обязателен. Это наше глубочайшее убеждение. Вот. И если ЕГЭ, то единый государственный экзамен, это атрибут, вот, скорее всего, федерального заказа, то есть одного из 7 заказчиков. А другие, остальные заказчики, они могут и должны тоже оценивать результаты выполнения своего заказа, своих целей. И по идее, кроме ЕГЭ, или вместо него должны быть совсем другие системы оценки. У нас же сейчас ЕГЭ, конечно же, гипертрофированно влияет на все образование. И это влияние негативное, однозначно. То есть с точки зрения образования человека влияние ЕГЭ негативно. И то, что пример вот в виде вопроса, который Александра написала, что учителей вот заставляют готовить к ЕГЭ, это действительно то, что сложилось, на наш взгляд, как негативное явление. Мы сторонники ставить за ЕГЭ добровольную функцию мониторинга для решения необходимых задач, но это не должен быть обязательный экзамен для всех. И нужно обязательно включить в число заказчиков и образования, и его оценки все группы, заинтересованные в образовании наших детей, и в том числе самих детей. А то уж сегодня что получается? Какая-то жандармерия у нас, да, вот в лице, так сказать, ЕГЭ, да, жандармы такие, полицейских вызывают, какие-то там рамки металлоискатели, видеокамеры. Знаете, это что? Штрафы там, в тюрьму, там, в суд обращаются. Это, понимаете, это тюрьма. Это немножко спутали наши чиновники образование с тюрьмой. Пусть они эти методы применяют, значит, вот с заключенными. А то они заключают детей, получается. Да, и ЕГЭ как бы используют именно для этих задач. Вот это вот мы не сторонники, противники такого подхода. И учитель это не тот, кто готовит к ЕГЭ. Учитель это помогающий образованию комплексном, а не тот, кто должен натаскивать на какие-то тесты. Вот, поэтому это, конечно же, одна из проблем сегодняшней системы образования, не единственная, но она существует. Ее надо решать.
Какие ориентиры нашей научной школы? Ну, есть такой у нас слоган, он давно уже действует: «Открой в себе лучшее». Действительно, как говорится, он показывает направление того, к чему нужно стремиться ученику. Самореализация по отношению к разным сферам, и природным, и культурным, техническим, каким угодно. То есть главным, по крайней мере. У нас есть свои собственные разработанные подходы, я имею в виду в научной школе. Это компетентностный свой подход, есть метапредметный, эвристический, в дистанционке у нас есть свои подходы, личностно ориентированный, рефлексивный. Это все разработки наши технологические, и мы их используем. Исследовательская база. Есть школы, которые в той или иной степени давно с нами сотрудничают и являются экспериментальными площадками. И действительно видно, как если школа уже там не первый год работает с нами, ее дети участвуют в наших мероприятиях, уже там становятся достаточно другие дети, и учителя меняются очень сильно. То есть, если длительно как бы работать в направлении, о котором я говорю, то действительно происходят реальные изменения. И мы их видим, мы отслеживаем, мы проводим в этих школах выездные семинары для учителей, разрабатываем с ними уроки. Ну вот приведу пример. Например, если у нас семинар проводится уже не первый раз, так сказать, в школе, да, мы посвящаем его, например, разработке таких открытых уроков. То есть учителя с нашей помощью разрабатывают уроки, ну, например, метапредметные уроки, вот, да, и когда мы их во время семинара в течение 3 дней проводим, на каждый урок приходят учителя из других классов, других предметов, потом они собираются в группы, все это обсуждается, мы смотрим, что получилось, как дальше лучше делать. Ну, например, вот за один семинар у нас бывает более 50 таких открытых уроков. И мы их снимаем на видео, в том числе анализируем после этого. То есть это происходит эксперимент, исследование. То есть наш институт научно-образовательный, поэтому мы исследуем эти процессы, вот в том числе с помощью наших школ, практически, с которыми у нас там есть и договора, и которых работают как экспериментальные площадки. Российская академия образования, Институт наш образования человека, Центр дистанционного образования человека, Эйдос-тур, который организует выездные мероприятия школьников. А в той или иной степени, как говорится, в отдельных мероприятиях, в разовых, может быть, даже каких-то, в принципе, около 2000 школ и России, и стран СНГ приняли участие уже в наших мероприятиях за прошлое время. То есть из них, конечно, одни больше, одни меньше участвуют во всем этом. Мы, конечно, сторонники заинтересованы, чтобы они меньше занимались подготовкой к ЕГЭ и больше занимались образованием своих детей. К сожалению, нам это тоже мешает слишком сильно. Эти ориентиры, которые задают для школ, не всегда, так скажем, полезные с точки зрения образования детей. Какие формы деятельности научной школы? Инновационные проекты для школ. Один из проектов сегодня мы рассмотрим. Это проект «Эвристический класс», он называется. И этот проект, действительно, мы немножко сегодня разберем поподробнее. Конференции, семинары, курсы для учителей. Дальше дистанционные олимпиады, конкурсы для школьников. Школьные туры, конференции, я уже говорил, которые мы проводим в Москве и в Санкт-Петербурге. Соискатели, это в том числе и учителя, есть и вузовские преподаватели, и учителя, которые, так сказать, исследования свои оформляют и периодически, так скажем, публикуют свои статьи в журналах Эйдос, в Вестнике института и так далее. Здесь есть ссылки, желающие потом могут их посмотреть. Это координаты нашей научной школы и на сайте института, и на форумах, которые достаточно давно ведутся, уже много лет. У нас есть аккаунты в социальных сетях различные. Например, хэштег «Научная школа Хуторского». Если вы там в Фейсбуке наберете, вы посмотрите, увидите, что там как говорится, в чем мы участвуем, в каких обсуждениях, какова актуальность нашей научной школы.